Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Все мы девочки, и у каждой из нас в сумке лежит косметичка со всем необходимым. И каждой из нас хочется, чтобы косметичка была красивой, функциональной и неповторимой, как мы сами. А такой занятной штучки точно ни у кого не будет. Кстати, это прекрасная идея для подарка любой женщине. А сейчас сделайте паузу, проверьте, подписаны ли вы на канал и обязательно нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о моих новых видео. У меня есть куски плотной мебельной ткани. Выпросила образцы в салоне мебели. И розовая тонкая подкладочная ткань. А еще белая молния. Готовим выкройку. Обычно косметички делают размером А5, половина пищевого листа, 15 на 20 сантиметров. Рисуем губки. Губки бантиком, бровки домиком. Думаю, любая женщина губки нарисует. Обычно ведь каждый день на себе тренируемся. Вырежем эту деталь. Сами понимаете, красной ткани у меня не очень много. Выкройки раскладываем экономно. Деталь для обратной стороны выкраиваем целую, а лицевая часть будет составлена из двух деталей. Для этого разрежем выкройку. Сделаем припуски на швы. Точно такие же детали выкроем из розовой подкладочной ткани. Подготовленные заготовки проклеим с флизелином, чтобы изделие лучше держало форму. Определим место вшивания молнии. Наложим ее к нужной детали лицом к лицу, а сверху деталь подкладки. Прошьем иголкой с ниткой, а потом уже проложим строчку на машинке. Также будем пришивать к молнии и вторую часть лицевой стороны. При работе за швейной машинкой, во-первых, поменяем лапку на специальную лапку для пришивания молнии. Швы отстрочим с лицевой стороны. Чтобы нам не мешала собачка, когда мы до нее дошили, опускаем иголку, поднимаем лапку и собачку передвигаем. Потом закрываем молнию. Я видела в интернете мастер-классы, как шить такие косметички, но у меня свой, более простой и легкий способ. Помните, что лень – это подсознательная мудрость. После того, как вшили молнию, проверяем, как она работает. Дальше берем все оставшиеся детали и иголкой с ниткой их соединяем. Дело в том, что ткани эти с мелким ворсом, они скользкие, и шить их довольно сложно. Поэтому не будем лениться, соединим все ручной строчкой. А уже потом подровняем края и отрежем выступающие ткани и края молнии. У нас получается толстое соединение тканей. Открытые срезы обработаем полоской трикотажа. У нас очень сложная изогнутая форма. Ширину отделочной бейки определяйте сами. Все зависит от толщины ваших тканей. Я сделала ширину бейки 4 сантиметра. Бейку пришиваем на швейной машинке. Шить надо аккуратно, не торопясь, без натяжения трикотажа. Трикотажная полоска очень сильно растягивается, поэтому не тяните ее. Бейку с другой стороны лучше закрепить вручную, иголкой с ниткой. Шов делаем потайной, незаметный. Косметичка получилась просто чудо. Такая милая улыбка с белыми зубками. И очень вместительная. В нее легко поместятся необходимые дамские мелочи, которые мы носим с собой, чтобы быть во всеоружии. Помада, тональная основа, тушь для ресниц, карандаши,
пудра, лак для ногтей, духи. О, что только не носят с собой женщины. То ли дело мужчины. Умылся, причесался и уже красавчик. Дорогие мои зрители, желаю вам, чтобы ваша косметичка как можно дольше оставалась косметичкой, а не аптечкой. Помните, как у Льюиса Кэрролла в книге «Алиса в стране чудес» чеширский кот медленно растворился в воздухе, и осталась только одна улыбка. Видел я котов без улыбки, но улыбка без кота – это что-то. Покоряйте мир своей улыбкой и хорошим настроением. Ловите мои поцелуйчики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всех люблю, всех целую. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!